что если я скажу вам, что ангельская улыбка вашей любимой актрисы – это лишь красивая ширма для самой темной и грязной криминальной империи Босфора? Прямо сейчас Турция содрогается от скандала, который навсегда уничтожит карьеры тех, кому мы с вами так искренне верили. Ночные полицейские сирены. Вскрытые элитные особняки. Тайные закрытые VIP-комнаты, где, по сообщениям слитых в сеть сводок, рекой лились запрещенные вещества, и функционировала масштабная сеть теневого эскорта для самых богатых людей страны. Прямо в эти минуты наследник миллиардной династии Хакан Сабанджи, человек, который привык покупать все и всех, сидит под холодным светом допросных ламп. Силовики жестко перехватывали элиту шоу-бизнеса прямо у трапов частных самолетов. Но самый жуткий сюрприз ждал следователей в особняке главной любимицы нации Ханде Эрчел. Когда силовики вошли в ее дом, они обнаружили лишь гробовую тишину и пустые комнаты. Как главная турецкая золушка оказалась в списках подозреваемых по самому постыдному делу этого десятилетия. Кто предупредил ее о ночной облаве за несколько часов до приезда спецназа? И почему те, кто еще вчера блистал на красных дорожках в бриллиантах, сегодня в панике пытаются пойти на сделку со следствием? Досмотрите это видео до самой последней секунды. Потому что сегодня мы вскроем анатомию этого скандала и расскажем то, о чем сейчас в ужасе молчат пиар-менеджеры звезд. Вы больше никогда не сможете смотреть турецкие сериалы прежними глазами. Представьте, вы годами выстраиваете образ недосягаемой звезды, а наутро ваше имя мелькает во всех криминальных сводках страны. Именно с этого начинается история нашей первой героини. Если вы хоть немного следите за турецким шоу-бизнесом, вы точно знаете, кто такая Дидим Сайдан. Одна из самых востребованных моделей и актрис, женщина, которая никогда не играла по правилам. Она сделала себе имя на дерзости, абсолютном эпатаже и образе независимой, плохой девчонки. Дидим всегда транслировала в массы одну простую картинку. Ее жизнь – это бесконечная, закрытая тусовка для избранных. И сотни тысяч подписчиков мечтали хоть одним глазком заглянуть за эти VIP-кулисы. Но что, если я скажу вам, что у этой элитной тусовки могла быть очень темная изнанка? Буквально в последние часы крупнейшие турецкие издания взорвались от шокирующих новостей. По сообщениям информагентств, имя Дидим Сайдан оказалось в самом эпицентре масштабной полицейской операции под кодовым названием «Новая волна». Журналисты массово публикуют списки из 16 главных подозреваемых, и Дидим фигурирует там в первых рядах. Этого вам точно не покажут в глянцевых журналах, но ряд авторитетных турецких газет прямо заявляет: модель была задержана сотрудниками правоохранительных органов и направлена на обязательные процедуры и медицинский осмотр. Конечно, для Дидим, которая всю жизнь любила ходить по краю и провоцировать публику, подобные заголовки – это мощнейший удар по репутации. Но, будем честны, в рамках ее бунтарского образа это хотя бы укладывается в голове. Однако то, что произошло дальше, заставило вздрогнуть даже самых прожженных светских хроникеров. Потому что стамбульские следователи в ту ночь явно не планировали останавливаться только на моделях. Следующая цель, чьи имена слили в прессу, привела общество в абсолютный ступор. Ведь под удар попали люди, которых вся Турция десятилетиями считала абсолютно неприкасаемыми. Те, кто привык решать любые проблемы одним телефонным звонком. Мы говорим о Хакане и Кериме Сабанджи. Если вы не погружены в светскую хронику Стамбула, просто представьте себе абсолютную власть и неограниченные ресурсы. Это наследники одной из самых богатых и влиятельных миллиардных династий страны. Успешные бизнесмены, завидные холостяки, чья жизнь состоит из перелетов на частных джетах, отдыха на закрытых островах и общения в кругах, куда обычным людям вход закрыт навсегда. Скрытая правда заключается в том, что такие люди кажутся обществу абсолютно неприкасаемыми. До тех пор, пока за ними не приходят силовики. В ту ночь турецкие телеграм-каналы и новостные агентства буквально сошли с ума. Заголовки кричали один громче другого: миллиардеры попали под масштабную облаву.
По сообщениям крупнейших изданий, Хакан Сабанджи был задержан правоохранителями прямо в Стамбуле. А вот с его братом Керимом ситуация, как описывают журналисты, вышла еще более кинематографичной. Силовики перехватили его прямо в зоне прилета Стамбульского аэропорта, как только он попытался вернуться из-за границы. Но здесь я хочу сделать очень важную паузу. Потому что 95% людей прямо сейчас читают новости неправильно. Если вы откроете русскоязычные паблики, вы увидите громкие слова про арест и тюрьму. Но давайте будем профессионалами и обратимся к турецкому законодательству. То, что сейчас происходит с бизнесменами и другими фигурантами списка, это процедура, которая называется газалт. По местным законам это означает полицейское задержание, как правило, на 24 часа для проведения допросов и следственных действий. Это еще не реальное заключение под стражу по решению суда. Но согласитесь, даже просто увидеть члена семьи Сабанджи в допросной комнате – это исторический нонсенс, который навсегда ломает их идеальный статус. Однако пресса вцепилась в Хакана с такой яростью совсем по другой причине. Дело не только в его миллиардах. Дело в том, что он – вторая половина самой обсуждаемой и внешне безупречной пары Турции. И именно этот факт тонкой нитью ведет нас к главной мишени турецких журналистов. К имени, которое вызвало в обществе настоящий шок. Прежде чем мы разберем, в чем именно пресса обвиняет главную любимицу нации и почему ее дом оказался пустым в момент облавы, сделайте одну вещь. Прямо сейчас нажмите кнопку подписки под этим видео и включите колокольчик. Это дело меняет правила игры в шоу-бизнесе навсегда. Информация обновляется каждый час, и на этом канале мы будем следить за ней без фейков и дешевых манипуляций. Подписались? Тогда пристегните ремни. Потому что то, что турецкие СМИ опубликовали дальше, полностью перевернет ваше представление о сериальных кумирах. Мы говорим о девушке, чье лицо для миллионов людей стало синонимом слова «идеал». Абсолютная противоположность бунтарским образом. Ханде Эрчел. Ее путь – это классическая история турецкой Золушки. От милой, обаятельной героини из «Постучись в мою дверь» до суперзвезды мирового масштаба с гигантскими гонорарами и стерильной репутацией. В ее публичном поле никогда не было места грязным скандалам. Только благотворительность, красные дорожки престижных фестивалей, работа с премиальными брендами и, конечно же, та самая картинная любовь с Хаканом Сабанджи. Идеально выстроенный ангельский имидж. Но знаете ли вы, сколько времени нужно, чтобы разрушить то, что выстраивалось годами тяжелого труда? Меньше суток. В ту самую ночь, когда силовики проводили рейды по элитным адресам Стамбула, имя Ханде Эрчел прогремело в заголовках всех ведущих национальных агентств. По сообщениям прессы, она оказалась в том самом списке главных подозреваемых. И вот тут начинается самая масштабная информационная манипуляция этого года, за которой мы с вами наблюдаем в реальном времени. Если вы прямо сейчас начнете читать разные турецкие и русскоязычные издания, у вас просто закипит мозг от противоречий. Одни газеты с железобетонной уверенностью трубят, что главная звезда страны уже находится в руках полиции. Но другие, весьма авторитетные источники, ссылаясь на данные правоохранителей, заявляют совершенно иное. По их информации, в момент облавы актриса очень вовремя оказалась за пределами Турции. В соцсетях это прикрывалось рабочими поездками или учебой. И именно поэтому, как пишут СМИ, прокуратура вынесла в ее отношении то, что в местном праве называется «якалама карар» – отдельное постановление о розыске и принудительном приводе. То есть, давайте зафиксируем, на данный момент нет ни одного официального кадра или подтверждения, что на запястьях любимицы публики действительно защелкнулись наручники. Но обратите внимание на одну жуткую деталь. Обычно, когда звезду такого невероятного масштаба пытаются смешать с грязью, мы видим мгновенную реакцию. Гневные посты в соцсетях, срочные заявления от агентов с криками о чудовищной ошибке, угрозы судами за клевету. Однако вместо этого мы получаем кое-что пугающее.
гробовую тишину. Ни адвокаты, ни официальные представители актрисы на момент первых публикаций не проронили ни единого слова. И чтобы понять, почему гигантская пиар-машина вдруг резко нажала по тормозам, нам нужно заглянуть в суть самих обвинений, которые сейчас активно сливают журналисты. Готовы узнать, что именно приписывают этим людям и почему пресса так отчаянно путается в цифрах. Потому что когда вы видите заголовки о масштабной облаве на 16 человек, а затем читаете посты про 7 арестованных звезд, знайте, вас прямо сейчас водят за нос. Давайте вскроем анатомию этого скандала. Почему все русскоязычные паблики и даже некоторые турецкие издания вцепились именно в цифру 7? Это самая наглая медийная манипуляция. Дело в том, что в цитируемом агентствами заявлении Стамбульской прокуратуры черным по белому сказано: выданы указания на задержание 16 подозреваемых. Из них 14 человек фактически задержаны, а 2 находятся в розыске. Никакой великолепной семерки в официальных бумагах нет. Но журналистам нужны просмотры, а не сухие протоколы. Поэтому они просто выдернули из этого огромного списка 16 человек самые кликабельные, самые известные фамилии турецкого шоу-бизнеса, моделей, миллиардеров, экс-президентов футбольных клубов и Ханде Эрчел. Остальные фигуранты, имена которых не делают рейтингов, остались за бортом заголовков. Но это еще полбеды. Куда страшнее путаница в самих статьях обвинения, которые сейчас приписывают этим людям. Что же такого натворила элита Босфора, по версии СМИ? Если вы откроете крупное национальное агентство, например, Анадолу, вы увидите настоящую криминальную империю. Журналисты приплетают сюда абсолютно все, вплоть до тяжелейших статей Уголовного кодекса Турции, от масштабного производства и торговли запрещенными веществами до организации теневого эскорта. Это звучит как приговор на десятилетия тюрьмы. Но если мы внимательно вчитаемся в сухую, цитируемую сводку прокуратуры, там звучат куда более узкие формулировки. Речь идет о хранении определенных веществ для личного употребления и о предоставлении помещений для этого. Чувствуете разницу между наркобароном и участником закрытой тусовки? И вот тут возникает главный вопрос, на который пока ни у кого нет ответа. Кому именно из этих 16 человек какую статью припишут в итоге? Официального постановления с распределением ролей и персональными обвинениями в публичном доступе просто не существует. И именно поэтому пиар-менеджеры звезд хранят то самое гробовое молчание. В стадии полицейского задержания «Газалт», когда следствие только выбивает показания и распределяет вину, любое неосторожное публичное слово может стать фатальным. Любое гневное опровержение в Инстаграме может быть использовано против них. Пиар-машина сломана не потому, что они виноваты, а потому, что они смертельно напуганы. Полицейские часы неумолимо тикают. 14 человек прямо сейчас сидят в изоляторе, окруженные адвокатами, и у каждого из них есть выбор, который определит всю их дальнейшую жизнь. И этот выбор приведет нас к финалу этой невообразимой ночи. Это игра на выбывание, где ставки измеряются свободой и репутацией. И вот здесь вступает в силу самая жесткая психологическая ломка. Представьте себя на их месте. Миллиардеры, привыкшие управлять корпорациями, модели, не знающие отказов на кастингах. Кто из них первым не выдержит давления? Кто пойдет на сделку со следствием и начнет сдавать остальных, чтобы выторговать себе минимальное наказание или вообще выйти сухим из воды? В таких делах, как правило, ломаются самые слабые звенья, чтобы спасти себя. И пока мы ждем официальных заявлений от турецкой прокуратуры, в воздухе повис самый главный нерешенный вопрос, который держит в напряжении весь шоу-бизнес. Что будет с Ханде Эрчел? Если верить части авторитетных изданий, она прямо сейчас находится за границей с ордером на задержание, выписанным на ее имя. Вернется ли она в Турцию добровольно, прервав свою идеальную жизнь, чтобы встретиться со следователями лицом к лицу и попытаться спасти свое имя? Или мы станем свидетелями унизительной принудительной процедуры, где суперзвезда предстанет перед камерами в наручниках?
Это дело не просто разрушило несколько карьер. Оно навсегда переписало правила игры на Босфоре и показало нам темную сторону глянцевой турецкой сказки. И пока пиарщики звезд судорожно готовят официальные пресс-релизы, чтобы хоть как-то обелить имена своих подопечных, я хочу спросить у вас. Как вы думаете, то, что мы сейчас обсуждаем, это реальная вина этих людей, скрытый криминальный бизнес элиты, или же это просто чудовищная ошибка следствия и раздутый журналистами мыльный пузырь? Напишите свое мнение в комментариях прямо сейчас. Я читаю их все. И самое главное, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Мы следим за официальными сводками 24/7. Как только прокуратура огласит реальные статьи обвинения или появятся кадры из суда, вы узнаете об этом первыми. До скорого!